В наше время новостям сложно доверять в принципе. Ну, откровенный бред. Сказку люблю. Много говорят сейчас о войне. Гражданская война и переворот государственный. Это ведь Россия, ну вы же понимаете. Я читал, допустим, обращение Зеленского. Доверие к тому, что он там говорит, чуть больше. Смотрите ли вы наше российское телевидение сейчас? Нет, телевидение вообще не смотрю. А почему? Да по разным причинам. То интересного нет, то, ну, откровенный бред. Верите ли вы новостям, которые там показывают? К любому информационному источнику надо подходить вдумчиво. Нет, не смотрю. А почему? Потому что у меня телевизора нет даже дома. Вы не верите тому, что там говорят? Я такого не говорил, телевизора нет дома. Просто потому что не можете его купить или не хотите? Да. Путин довел страну, у меня нет денег на телевизор. Что нас всех ждет через полгода-год, как думаете? Я думаю, гражданская война и переворот государственный. Нет. Иногда. Что вам там запомнилось, что вас впечатлило больше всего вот из последнего того, что вы посмотрели? Новости. А вы верите вообще новостям, которые показывают? Нет. Зачем смотрите, если не верите? Сказку люблю. Смотрю, что произвело большее впечатление. Но у нас одна тема, единственная, даже коронавирус отступил. Ну, и все нормально происходит. Все хорошо, действия какие-то делаются, для нас становится вроде как лучше. Верите ли вы всему тому, что говорят по нашему российскому телевидению? Скажем так, вопрос не в вере. Вопрос, выбирая между пропагандой, которая на меня льется официальными властями и всеми остальными, лучше придерживаться пропаганды, которая льется официальными властями. Доверяете ли новостям, которые там показывают? 50 на 50. А где еще? Звонок другу. А еще где новости черпаете? А? А еще где новости? В интернете где еще? А если интернет запретят так же, как и Инстаграм? От вас вот сейчас. Запретят, ну так значит и запретят, что нам, в первый раз, что ли? Ну, это ведь Россия, ну вы же понимаете. Нет, не смотрю российское телевидение. Вот ищем тех, кто смотрит, и пытаемся понять, верят ли они тому, что там говорят, и вообще. Именно по этой причине мы и не смотрим. Скажите, а если интернет запретят нам совсем, цензура, диктатура у нас ведь наступает, где будете черпать новости и информацию? Сложный вопрос. Получается, мы будем отрезаны вообще от всех средств информации. Получается, у нас есть либо федеральные каналы, либо независимые, да, которые сейчас притесняют, вытесняют. И единственная платформа это интернет, YouTube. И сейчас такие массовые закрытия всех крупных площадок независимых. Получается то, что только из каких-то газет, но это уже в прошлом. Да, Смотрите, а что из последнего, вот что вам там запомнилось, что вас впечатлило, вот что там вообще показывают? ну, впечатлило то, что очень много говорят сейчас о войне, вот, с Украиной. Ну, то, что там эти боевики используют население, вот, ну, то есть там из народа стреляли по этим, там погибли заложники, там, ну, в общем, переживаешь, конечно, очень сильно. Как вообще вы верите всему, что говорят по телевидению? Ну, 8 лет, когда бомбили эти украинцы Донбасс, и никто ничего не говорил. Вот, я имею в виду мировой общественности. А сейчас, когда объявили о независимости, тут же все полетели. Нет, к сожалению. Просто хотели вас спросить, что там показывают, но, может, вообще не стоит его смотреть? А мы сами не знаем. У нас даже телевизора, по сути, нет. На Ютубе смотрю. У нас нет телевизора. Ну, он выключен. Мы просто всех подходим, спрашиваем, пытаемся понять, что там вообще показывают. То же самое показывают. Что на Ютубе смотрите и верите ли тому, что там говорят? Ну, мне кажется, YouTube одну точку зрения показывает, телевизор вторую точку зрения. Истина, она вот балансирует между этими границами. Ну, YouTube это все-таки тоже инструмент левый, либеральный. Там, китайский TikTok это все посмотрите на монетизацию там, мультинской компании TikTok, это она непонятная. То есть TikTok это тоже продукт, который там куки по всему западному сегменту собирает. Поэтому здесь нельзя никому доверять, да. Ни одной стране нельзя доверять. Я вот на даче сижу, там домик купил.
Картошку будете сажать в этом году? Картошку, да, на доллары буду семена покупать. Не картошку, почему картошку? Рукколу. Сейчас вот схожу, смотрю помещение, будем заниматься сити-фермерством, то есть у нас такой большой рынок, огромный, да, у нас дефицит чеснока 150 тысяч тонн этих самых в год, да. Когда в Китае началась пандемия, они позакрывали все вот свои маленькие лавочки, которые чеснок производили, и глобальный дефицит чеснока, и Россия — это такой огромный донор, который могут чесноком весь мир обеспечивать. У меня нет дома телевизора. Нет, не смотрю. У нас не работает. Да, тоже. не смотрю. А почему не смотрите? Не верите правдивости информации или не интересно? Нет. Просто нету интереса. Все в интернете доходит из первых лиц, можно так сказать. У меня все еще нет телевизора. Нет. Мы просто ищем людей, которые смотрят, и пытаемся понять, что им там показывают и чего они там запомнили. И верят ли они вообще тому, что там говорят. С другой стороны, вот канал «Россия-24», вот я вчера буквально смотрел, на всякий случай, понимать противоположную точку зрения. В общем, тотальное, понятное дело, недоверие к любым источникам информации, ну, практически, да. То есть я читал, допустим, обращение Зеленского к гражданам РФ. Ну, доверие к тому, что он там говорит, чуть больше все-таки, чем сами понимаете, к кому, да. Думаю, что какие-то источники все равно останутся. Чуть, да, у них, понятное дело, охват аудитории будет значительно меньше, но, скажем, ну, Рутуб вряд ли, конечно, это очень сомневаюсь, но на какой-то период времени подобные сайты, они, безусловно, будут открыты. И на это время надо будет, естественно, черпать оттуда, пока не закроют их, естественно. Потому что, сами понимаете, гайки будут закручивать до тех пор, пока их не сорвет. А телевизор смотрите вообще? Иногда, редко. Что там показывают? Только канал «Спас», больше ничего не смотрю. Еще доверяете ли новостям, которые смотрите? 50 на 50. Боже упаси, что. А почему? Ну, это Нет, кстати, нет, я посматриваю, чтобы какое-то мнение составить о том, о чем говорят мои родители, бабушки и дедушки. Вот, ну, с такой точки зрения, да. А сами доверяете ли этим новостям и мнению родителей? Ну, это не их мнение, это мнение тех, кому выгодно, чтобы они так думали. Ну, родители, кстати, тоже через Телеграм смотрят всякие новости и как-то сравнивают. Нет. А доверяете ли вообще новостям, которые там показывают? Ну, в наше время новостям сложно доверять, в принципе, любым, поэтому промолчу. Лично я нет, семья смотрит. А доверяете ли вы и ваша семья новостям, которые там показывают? Ну, выборочно, я бы сказала. Как бы везде есть сложная информация, везде есть правдивая. Вот. Поэтому ориентируемся на то, что больше повторяется, больше похоже на правду. Вот. А телевизор смотрите российский? Не смотрю. Почему? Да не нужно. Вы верите тому, что там говорят? Я не знаю. Я не смотрю, поэтому не знаю. Смотрите ли вы российское телевидение? Нет, ребят, откровенно нет. То есть пользуюсь телеграммом там какими-то, ну, я надеюсь, тоже проверенными источниками. То есть, ну вот, как-то так, то есть лояльно к этому подхожу. Почему не смотрите телевидение? Не верите в правдивость подаваемой информации? Мне это не нужно, то есть мне это не нужно. То есть на этот случай есть телеграм, какие-то разные источники, ну, помимо телевидения. То есть, ну, телевидение я не считаю, то есть, правдивым источником. То есть такая вот история у нас. Смотрите ли вы вообще российское телевидение наше сейчас? Нет. Нет, вообще нет. А почему не смотрите? Я вообще телевизор не смотрю с 2012 года. Да только каналы с фильмами единственное, что... А так все. Да, только если фильмы какие-то показывают и все. А вот вообще верите ли новостям, которые там показывают? Правдивая ли информация, как считаете, которую они дают? Я думаю, после времен Кашпировского не стоит доверять вообще телевидению. Ну, только если определенные каналы в определенное время, но только не Первый канал, я думаю, не стоит этому верить. Без понятия, я ж не смотрю. Нет. Почему? Мне кажется, что в новостях не всю правду рассказывают. Очень редко. Нет. Уже лет 10 не смотрю. Это вообще не... Ну так, если поржать, что там говорят. Да. Ради смеха, если только включить. А не доверяете тем новостям, которые там показывают? Нет. Ну не совсем, тут надо смотреть как бы. В интернете одно пишут, там говорят одно, а правда, как всегда, посередине где-то. Ну да, в принципе согласен. Все посередине где-то. Да, истины нету.
Истина где-то там, как говорится. Да, точно. Нет, Почему? только на Ютубе. То, что сейчас закрыли. Не доверяете той информации, которая там есть? Но у меня телевизора нет, я на Ютубе все смотрел. Ну и сейчас продолжаю смотреть отчасти. Новости по телевизору смотрите? Не успеваю. Я в 5 утра встаю, в 11 ложусь. Когда? Меня интересует моя работа. Сейчас точно нет. До этого, случайно, может, смотрел, а так нет. Почему не смотрите? Мало доверия к ним.